Приветствую, дорогие друзья! Приступаем к вязанию змеи. Благодарю вас за комментарии. Мне очень приятно. Приятно, что игрушечка вам понравилась, что ждете мастер-класс. Постараюсь не затягивать с публикацией видео. И в ближайшее время, думаю, что все мы свяжем еще вот таких вот змеек. Итак, в этом видео мы свяжем с вами вот эту вот часть, погремушечку, ну и немножко начнем хвостик вязать. Итак, приступаем. Взяла ниточку кофейного цвета, такой же цвет, как будет и мордочка. Итак, начинаем. Первый ряд у нас 6 столбиков без накидов, кольцо амигуруми. Вяжу я методом галочки. Вот, как обычно, в принципе. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Подтягиваем колечко. Сейчас возьму маркер и продолжу. Так, ставлю маркер и вяжем второй ряд 6 прибавок. Хвостик я обвязываю как обычно. Первая прибавка, вторая прибавка, третья прибавка, четвертая прибавка, пятая прибавка и последняя, шестая прибавка. Провязали второй ряд, 12 петелечек у нас получается. Дальше с 3 по 5 ряд вяжем 12 столбиков без накида. Просто без убавок, без прибавок. Просто столбики без накида. 1, 2, 3, 4, 5. И так вяжем до конца и провязываем еще 4 и 5 ряд. Провязала 5 рядов. Дальше 6 ряд, 6 убавок. Убавочки я делаю вот так, за полупетелечки. Одну подхватила, вторую и убавка. Следующие, одну полупетелечку переднюю, вторую, убавка, следующая, вот, убавка. Ну и делаем так еще 3 убавочки до конца ряда. Довязала последнюю убавочку. Теперь наполню холофайбером. Я не делаю это на предыдущем ряду, потому что тогда холофайбер будет сюда ввязываться в петелечки, и мне не нравится, когда торчат волосинки. Вот, а так ножничками хорошо его можно аккуратненько, потихоньку наполнить. Вы можете, в принципе, не довязывая этот ряд до конца, наполнить или на предыдущем ряду, как вам удобно. Я делаю так. Отверстие тут, в принципе, такое для ножничек.
хорошая. И плотненько наполняем этот шарик. Всё, и по плотности смотрите, то есть тут можно еще добавить, можете такой мягенький оставить по желанию. Так, следующий ряд. Со следующего ряда мы уже начинаем формировать следующий шарик. Это у нас будет 7-й. Мы делаем 6 прибавок. Начинаем формировать уже следующую секцию хвостика. Делаем первая прибавка, вторая прибавка, третья прибавка, четвертая прибавка, пятая прибавка и шестая прибавка. Провязали 7-й ряд, 12 петелечек получается. 8-й ряд вяжем 1 столбик без накида, прибавка, и повторяем так 6 раз. Один, первая прибавка, 1, вторая прибавка. Продолжаем. 1 и шестая прибавка. Провязали 8-й ряд, 18 петелечек получается. 9 и 10 ряд вяжем самостоятельно, 18 столбиков без накида. Провязала, так получается. Дальше 11 ряд делаем 9 убавочек. Снова за передние полупетли. Вот так подхватываем. Первая убавка. Дальше вторая убавка. И так до конца ряда. Провязала. То же самое наполняем вот этот шарик холофайбером. Заполнила холофайбером. Продолжаем. Следующий ряд у нас 12. Делаем 9 прибавок. И здесь аккуратненько, чтобы при вязании не цеплять холофайбер. Аккуратненько, чтобы вот эти волосики потом не торчали, пушистые волосинки.
Первая прибавка. Вторая прибавка. Третья прибавка. Да, кстати, если не очень удобно вам так сразу заполнять, здесь в принципе отверстия будут каждый раз расширяться, поэтому можете заполнять после того, как провязываете ряд с прибавками, например. То есть смотрите, как удобно. Довязываем прибавочки до конца ряда. Провязала. Следующий ряд 13. 2 столбика без накида, прибавка, повторяем 6 раз. 1, 2, первая прибавка, 1, 2, вторая прибавка. Продолжаем. 1, 2, шестая прибавка. Провязали 13 ряд, 24 петелечки. С 14 по 16 ряд включительно вяжем 24 столбика без накида. Довязала 16 ряд. Так выглядит. Следующий ряд 17. Делаем 12 убавочек. Первая. Вторая. Продолжаем. 12 убавочка. Я наполню шарик сейчас, ну а вы как удобно. Наполнила шарик. Следующий ряд у нас 18. Делаем 12 прибавок. Первая прибавка, вторая прибавка. Продолжаем. 11 прибавка. И 12 прибавка. Провязали 18 ряд, 24 петелечки получается. 19 ряд, 3 столбика без накида, прибавка, повторяем 6 раз. 1, 2, 3, первая прибавка, 1, 2, 3, вторая прибавка. Продолжаем. 5 прибавка. И 1, 2,
3, последняя 6-я прибавка. Мы провязали 19 ряд, 30 петелечек. С 20 по 23 ряд включительно вяжем самостоятельно 30 столбиков без накида. Довязала. Следующий ряд 24, делаем 15 убавочек. Первая убавка. Так, следующая вот это у нас. Надеюсь, видно. Вторая убавка. Третья убавка. Продолжаем. 14-я убавка и 15-я убавка. Я наполню шарик и буду продолжать. Наполнила холофайбером. 4 секции мы с вами провязали. Сейчас будет последняя секция, которую мы потом будем заполнять бусинками. Следующий ряд у нас 25, 15 прибавочек. Первая прибавка, вторая, прибавка. Продолжаем. 14-я прибавка и 15-я прибавка. Провязали с вами 25 ряд, 30 петелечек получается. 26 ряд вяжем 4 столбика без накида прибавка, повторяем 6 раз. Один, два, три, 4. Первая прибавка, 1, 2, продолжаем, 4, 6-я прибавка. Мы провязали 26 ряд, 36 петелечек. Теперь с 27 по 31 ряд включительно провязываем 36 столбиков без накида. Довязала 31 ряд. Так получается. Дальше 32 ряд, 18 убавочек. Вяжем. Первая, вторая, третья. Продолжаем. Последняя 18-я убавочка. Сделали. Вот так получается. Теперь берем бусинки и сейчас будем наполнять.
я подготовила вот такие бусинки и бисер для наполнения. Так как там проваливаться некуда, вот туда вниз, то смело можно насыпать туда бусинки и бисер. Вот у меня получается 1, 2, 3. Размер не принципиален. Если вдруг у вас есть одна большая бусина и бисер, можете использовать так. Бисер вот этот будет стучать по бусинке и будет приятный звук вот этот создаваться. Так, пока я положила сюда 3 бусинки и насыплю немного бисера. Теперь за задние полупетелечки мы с вами провяжем, чтобы закрыть вот это дно, а за передние полупетелечки будем вывязывать хвостик дальше. Сейчас по мере вязания еще буду добавлять туда бусинки, смотреть, чтобы они и были не сильно впритык, вот, ну и чтобы сильно свободно не было. Итак, за задние полупетелечки мы с вами вяжем 33 ряд, 1 столбик без накида, убавка. Так, вот у нас должен быть первый столбик после маркера, и мы его провязываем за заднюю полупетелечку. 1 столбик, и за задние полупетелечки убавка. Подхватываем. Провязываем снова следующий столбик за заднюю и убавка. Вот именно за задние полупетелечки. И так провязываем до конца ряда. Еще 4 раза. Итак, я довязала ряд до конца. Вот эти полупетелечки остались линии. За них мы будем прикреплять потом темно-коричневую ниточку и продолжать. Итак, сюда можно добавить еще бусинок и бисера. Плотность смотрите, выбирайте. Как раз отверстие в бусинку помещается. Сюда добавим бусинку и бисер. Распределим, чтобы не было вот таких складочек. Так, по сторонам. Снова сюда бусинку. Так. И на ощупь еще влезут сюда бусинки. Вот так. С этой стороны тоже. И бисер заполняем. Сюда, я думаю, еще одна поместится. Вот. Покажу, вот так получается. Погремушечка. И бисер. Сильно мелкий бисер не буду, чтобы он не проскочил вдруг между столбиками. Так, ну, думаю, достаточно, в принципе. Сейчас посмотрю еще, распределю.
пару бисеринок. И теперь вяжем 34 ряд 6 убавочек, то есть закрываем полностью вот это отверстие, чтобы уже вдруг там при стирке или если вдруг ребенок будет активно играться с игрушкой, чтобы вот этот бисер не рассыпался, вернее не в тело не переместился. Один. Первая убавка. Дальше. Вторая убавка. И так вяжем до конца ряда. Когда останется тут место, например, одну убавку последнюю останется сделать, посмотрите, проверьте, может убрать отсюда бисер или наоборот добавить. В общем, чтобы вам нравилось. Вяжем еще 4 убавочки до конца ряда. Доделала убавочки. Вот такой звук получается. Теперь вот эту ниточку обрезаем. И отверстие стяну. Можно с помощью иголочки, можно с помощью крючка. Просто в каждую петелечку. Вот так, один. Следующую. Два. Три. И так вытягиваем под каждую петелечку. Последняя осталась. И хорошо стягиваем. Маркер я подтянула. Сейчас его еще вытяну. Вот здесь, где вот эти полупетелечки у нас остались. Надеюсь, видно на камеру. Вот ряд полупетелечек оставшихся. И я вытяну маркер вот сюда. Сейчас будем просто присоединять ниточку коричневую. Тут, в принципе, не важно, где будет начало ряда. Просто, чтобы было удобно. Вот, за полупетелечку оставила. И вот дальше вот этот ряд идет. Вот эту ниточку я не обрезаю. Она останется внутри змеи. Сейчас я беру темно-коричневую ниточку и будем продолжать хвостик дальше. Темно-коричневую ниточку сейчас прикрепляю за вот эти оставшиеся полупетелечки. Их у нас осталось 18. Когда мы провязали 32 ряд, у нас было 18 петелечек. И 33 ряд мы вязали за задние петелечки. А сейчас 33 ряд мы будем продолжать вязать за эти передние. Без разницы, откуда вы начнете, здесь просто по кругу теперь будет вязание. Прикрепляем ниточку. И сюда же делаю 2 столбика без накида. 1
и 2. Это первая прибавка. Теперь хвостик, вот этот темно-коричневый, я буду ввязывать, чтобы его закрепить. В следующую полупетелечку вяжем следующую прибавку. Подтягиваем петелечки. 1, 2. В следующую петелечку третья прибавка. 1, 2. И так вяжем до конца ряда, всего 18 прибавок. Вот хотела вам показать, 17 прибавок я провязала, вот, а 18 я начинала после маркера, поэтому я провяжу вот сюда, где маркер стоит. Его я вытащу. Вот так, это будет 18 прибавка. Теперь этот маркер я переставлю сюда, чтобы не путаться. И следующие 34, 35 и 36 ряды провязываем 36 столбиков без накида, то есть без убавок, без прибавок. Провязываем и встретимся. Довязала 36 ряд. Вот так выглядит хвостик, погремушка. Так тарахтит. Теперь немного приплюснем. Вот так выглядит. В следующем видео будем вязать уже тело. Сделаем необходимые расчеты и будем провязывать чешуйки. Благодарю всех за внимание, благодарю за поддержку, за ваши комментарии. Мне очень-очень приятно. Я постараюсь в ближайшее время, может быть даже сегодня или завтра, уже опубликовать, снять и опубликовать видео продолжение. До встречи! Всем желаю хорошего настроения, вдохновения и успеха во всех делах. Благодарю за все. Пока-пока!